Объявлен день траура по жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Мы все прекрасно понимаем, что цель террористических актов, как правило, это не те люди, которые погибли, а те люди, которые остались живы и, соответственно, так или иначе воспринимают это событие. О том, как воспринимает это событие современный человек, как бы во многом нам показывает интернет-сообщество и поведение интернет-сообщества. Что там конкретно происходит, как интернет-сообщество может, скажем так, какова правильная реакция интернет-сообщества и что такое правильная реакция интернет-сообщества на подобного рода действия, на подобного рода террористические акты, мы сегодня с вами и поговорим. Скажите, пожалуйста, вот какова реакция блогерского сообщества на последний теракт в Домодедове была? У вас есть какие-то цифры? Ну, у меня есть просто статистика. Могу сказать, что она, естественно, была молниеносная. Я говорю просто про ЖЖ, что в первое сообщение от пользователя Николая Храмова появилось в 16:37. Он руководитель таксомоторной компании, его водитель, который встречал пассажиров в аэропорту Домодедово, по рации сообщил о том, что в Домодедово был взрыв. Это сообщение начало молниеносно распространяться по благосфере, и уже в течение первых 2 часов после трагедии в ЖЖ уже было написано более 1000 постов, посвященных взрыву в Домодедово, а спустя 6 часов уже был весь топ LiveJournal забит постами о трагедии. Но вот на сегодняшний день, на 15:00, число упоминаний взрыва Домодедово в LiveJournal уже превышает отметку в 50 тысяч упоминаний. Спасибо большое. Антон, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете вообще реакцию российской благосферы на подобного рода террористические акты и, в частности, на теракт в Домодедово? У теракта в Домодедово есть некоторые особенность, отличающая его от террористических актов продолжительных с большим количеством пострадавших, таких как, например, Беслан, Нордост. В Домодедово все случилось мгновенно, и сразу же власти на месте объявили о том, что все более или менее у них под контролем, все потерпевшие развезены по больницам. От общества, от людей не требуется никакой помощи. То есть обычная функция интернета в таких случаях, функция самоорганизации, она как-то оказалась невостребована, сразу была отодвинута в сторону. Поэтому на первый план вышли чистые эмоции, выяснение, кто виноват, кто допустил, с кого спрашивать и так далее. То есть, очевидно, тут интернет исполнил свою исходную функцию такого выпускания пара больше, чем свою полезную функцию самоорганизации людей. Просто потому что не нашлось темы, на которую людям самоорганизоваться. Антон, а с вашей точки зрения, если мы говорим о том, что теракты так или иначе, их заказчики, прежде всего, их интересует реакция на сам теракт, то есть не конкретно убитые люди там, или убийство людей, да, а реакция людей, которые выжили. Как вы считаете, они учитывают, соответственно, реакцию благосферы, которая сейчас, в общем-то, во многом определяет расположение умов, скажем так, нашего современного поколения? Ну, понимаете, есть, в общем, наше представление о том, на какую реакцию общества рассчитывают организаторы любого теракта. Они, очевидно, рассчитывают на некоторую панику, на дестабилизацию. Если бы такие настроения превалировали, если бы такие настроения были бы заметны, то, разумеется, они вылились бы в благосферу, и организаторы теракта или заказчики могли бы по этому поводу отчитаться. Но то, что я читал, как раз вот панических настроений, рассказов о том, как люди теперь будут бояться выходить на улицу или летать самолетами, или ездить общественным транспортом, я таких постов не видел вообще. Может быть, потому что эта тема уже в связи с предыдущими терактами обсуждена, и люди уже более или менее свыклись с мыслью о том, что такое, да, случается. Вы считаете, что реакция благосферы, она была грамотной и правильной? Ну, я считаю, что благосфера вряд ли дала
организаторам и заказчикам этого теракта повод для дополнительной радости, гордости, для ощущения, что они там все успешно исполнили. Но вообще я очень с трудом себе представляю, как функционирует эта террористическая инфраструктура. Может быть, у них как бы все там целеполагание, они уже выделили деньги, уже их освоили, там, кто надо погиб, остальные там разбежались, и, может, они потом не делают никаких разборов в поле. Пара замечаний. Значит, во-первых, по поводу таксистов. По поводу таксистов все-таки надо понимать, что традиционные, так называемые традиционные средства массовой информации и блоги находятся в одинаковом положении, только у них разный калибр. И, соответственно, если кто-то вбросил в Твиттер, что таксисты ломят 20 тысяч или 30 тысяч в качестве единичного факта, то рядом вот есть Илья Варламов, известный блогер, и с твиттером, который 14 тысяч человек читают, который был в Домодедово в этот момент, который написал: не распускайте слухи, нет никаких 30 тысяч, таксисты возят за обычные деньги. Это то, что написал Илья Варламов. И то, что я у себя в ЖЖ ретранслировал, что Илья Варламов из Домодедово пишет, что не распускайте слухи, с транспортом все нормально. И знаете, что мне противопоставили в комментариях? Текст корреспондента «Комсомольской правды», пишущего, что 20-30 тысяч рублей ломят. Так что реально возможности мейнстримных медиа по вбросу уток, выражение «газетная утка» появилось не из интернета, да, они гораздо больше, чем у блогеров. А что касается злостных вбросов, то здесь самый яркий пример был, конечно, про то, что в Домодедово погиб Артемий Лебедев. Это в чистом виде информационное хулиганство, у него там никакой своей задачи нет, это происходит с периодичностью. Был такой же вброс, что Лебедева застрелили, потом был сброс, что Лебедев погиб в Невском экспрессе. Ну, это нормально, распускание сплетен и небылиц про селебритис, в данном случае с отчетливо хулиганской целью, конечно, не террористической. Второй сейчас, наверное, по популярности спор, смогут ли блоги заменить традиционные СМИ. Второй, это, наверное, сможет ли социальные сети стать основой для гражданского общества. Ну, я могу сказать, что, как касается, немножко вернуться к первой дискуссии, да, то блогеры, а это прежде всего для СМИ могут быть полезны как в виде очевидцев произошедшего. То есть ни одно СМИ никогда не может похвастаться такой корреспондентской сетью, как есть там, например, то количество пользователей, которые есть там в LiveJournal, в Твиттере, там, в Facebook и так далее. То есть нужно этим пользоваться и воспринимать это не иначе, как источник информации. В любом случае, как напишет профессиональный корреспондент, журналист, это могут сделать далеко не все блогеры даже, но это единицы, я могу сказать. То есть вопрос просто подачи информации. Что касается гражданского общества, нельзя, можно сказать, что радует, не радует, но то, что в благосфере появляются такие инициативы, как помогать людям, там, мобилизоваться, как было при лесных пожарах, как было и сейчас, это внушает некоторый оптимизм. Я считаю, что мы живем в информационный век, и информации не бывает слишком много. И для отдельного человека, и уж тем более для журналиста средств массовой информации, который перерабатывает все известные ему факты в некий профессиональный текст, чем больше этих фактов, тем ему лучше, тем ему проще, тем качественнее информация, которую он может доставить своему читателю. Поэтому то, что блогосфера и Твиттер, социальные сети увеличивают объемы информации о любом отдельно взятом событии за счет свидетельств очевидцев, это, безусловно, положительный фактор и для современников, и когда-нибудь в будущем для историков.